Гарри. Уильямс был 75-летним ветераном, и сегодня он тихо сидел за маленьким угловым столиком в оживленном кафе. Гарри был скромно одет в поношенный, но чистый пиджак, а его руки покоились на чашке кофе, которую он заказал, чтобы скоротать время. В закусочной царила оживленная атмосфера, местные жители, как обычно, болтали за едой и наслаждались днем. Гарри время от времени поглядывал на дверь, терпеливо ожидая своего сына, который опаздывал. Он и не подозревал, что неприятности и унижения будут сопровождать его в течение дня. Дверь в закусочную распахнулась, и внутрь вошли двое полицейских — офицер Джордж и офицер Гилберт. Когда они вошли, сверкнув корочками, они оглядели зал в поисках свободного столика. Их взгляды быстро остановились на Гарри, который все еще сидел в одиночестве в углу. Джордж наклонился ближе к Гилберту и что-то с ухмылкой прошептал, и оба офицера рассмеялись. Для них Гарри казался неуместным. Закусочная находилась в районе, где жили в основном богатые, и они нечасто видели здесь кого-то вроде Гарри, особенно пожилого. Поэтому решили разобраться. Офицер Джордж взял инициативу в свои руки и резко спросил Гарри, что он здесь делает. Не было ни приветствия, ни вежливости, только грубое и неоправданное требование объяснений. Гарри оторвался от своего кофе и спокойно ответил, что он кое-кого ждет. Его голос звучал ровно, и по нему не было заметно никакого дискомфорта, который он испытывал под их пристальным взглядом. Гилберт насмешливо вмешался в разговор и сказал Гарри, что необычно видеть, как маленький бедный старичок пытается вписаться в богатое общество. Сказав это, он рассмеялся, как будто это была шутка. Гарри никак не отреагировал на насмешку. Вместо этого он сохранил самообладание и снова объяснил, что просто ждал своего сына. Но его спокойствие, казалось, разозлило полицейских еще больше. Джордж определенно не был удовлетворен ответом Гарри. Он наклонился ближе и попросил показать удостоверение личности Гарри. Это была не просьба, а требование. Гарри подчинился и полез в карман. Он достал свое удостоверение ветерана и протянул ему. Он носил его с собой много лет, и оно было символом его службы и жертвах, которые он принес ради своей страны. Но когда Джордж взглянул на карточку, он с усмешкой отмахнулся от нее и крикнул, что это, вероятно, подделка. Джордж вернул карточку легким движением руки, поскольку его явно не волновала честь, которую она олицетворяла. Гилберт согласился с ним и прокомментировал, что трудно поверить, что у такого человека, как Гарри, могло быть удостоверение ветерана. Якобы во времена Гарри такие люди, как он, только мыли посуду или занимались физическим трудом. Эти слова были явной попыткой принизить достижения Гарри и свести его к стереотипу. Джордж рассмеялся и кивнул в знак согласия. В это время другие посетители начали замечать, что происходит. Некоторые оглядывались с любопытством, в то время как другие слушали с беспокойством, но никто ничего не говорил. Оживленная болтовня в закусочной стихла, и атмосфера стала очень напряженной. Но по-прежнему никто не вмешивался. Но, несмотря на унижение, которому он подвергался, Гарри оставался спокойным. В своей жизни ему приходилось сталкиваться и с худшим, и он не собирался позволять этим молодым людям сломить его дух. Но полицейские еще не закончили. Джордж сказал Гарри, что если он не покинет закусочную, они уведут его силой. Они выглядели так, будто не шутили, и были готовы подкрепить свои слова обещанием применить силу. Гарри еще раз попытался объяснить, что ждет своего сына, но Джордж резко оборвал его. Он не хотел этого слышать. Для него Гарри был просто нарушителем спокойствия, которому здесь не место. Противостояние достигло точки кипения. Офицеры стояли над Гарри и ждали, что он либо тихо уйдет, либо даст им повод вытащить его. Но Гарри не двинулся с места. Он смотрел на офицеров твердым взглядом, спокойно положив руки на стол. Остальные посетители молча наблюдали за происходящим, ожидая, что будет дальше. Гарри понимал, что его унижают только из-за его простой одежды, но он также понимал, что гневная реакция только даст офицерам то, чего они хотят. Поэтому он молчал, надеясь, что скоро приедет его сын и положит этому конец. По мере того, как шли секунды, офицеры теряли терпение. Они привыкли к тому, что их авторитет не подлежит сомнению, и спокойное сопротивление и достоинство Гарри выводили их из себя. Джордж снова наклонился к Гарри и сказал, что у него есть последний шанс уйти из закусочной самостоятельно. Гарри ответил не сразу, он просто сделал глоток кофе, а когда наконец заговорил, то сказал полицейским,
что не доставляет никаких проблем. Он был просто человеком, который ждал своего сына. Он имел полное право находиться здесь, как и любой другой посетитель закусочной. Джордж явно не ожидал такой реакции, и из-за этого он на мгновение растерялся. Другие посетители закусочной молчали, слишком испуганные или слишком равнодушные, чтобы вмешаться, но нельзя было отрицать напряжение, охватившее заведение. Гарри понимал, что ситуация выходит из-под контроля, но он также понимал, что не может отступить после всего, что ему пришлось пережить в своей жизни. Он и раньше сталкивался с предубеждениями и агрессией, но это было по-другому. Он надеялся, что его служба стране даст ему некоторое уважение, но, похоже, для этих молодых офицеров его история ничего не значила. Поэтому он продолжал сидеть со спокойным и исполненным достоинства видом, даже когда офицеры нависли над ним, ожидая малейшего повода для действий. Внезапно офицер Джордж протянул руку и толкнул стул рядом с Гарри, с грохотом опрокинув его. Шум напугал всех в закусочной, и все взгляды обратились к происходящему. Старый ветеран был вынужден встать, но по-прежнему сохранял спокойствие. Джордж подошел ближе и, даже не предупредив, начал грубо ощупывать Гарри. Хотя он пробормотал, что им нужно убедиться, что старик ничего не скрывает, его тон подразумевал, что он вполне ожидал обнаружить что-то подозрительное. Гарри слегка поднял руки, но не в знак капитуляции, а в знак подчинения. В конце концов, они были полицейскими. Он уже бывал в подобных ситуациях, когда спокойное отношение часто было единственным, что спасало ситуацию от летального исхода. Тем не менее, было трудно игнорировать гнев, клокотавший в нем. Гарри был солдатом, человеком, который повидал на своем веку больше сражений и пережил больше, чем эти молодые офицеры могли себе представить. И все же в его собственной стране с ним обращались как с преступником. Офицер Гилберт тем временем взял со стола ветеранскую шляпу Гарри. Это была простая шляпа, которая износилась и выцвела от времени. Но для Гарри она была символом гордости. Гилберт посмотрел на нее с презрением, а затем швырнул на землю, как мусор. Впервые на лице Гарри отразился гнев, но он ничего не сказал. Он был полон решимости не доставлять им удовольствия, видеть, как он теряет самообладание. Посетители закусочной ахнули, а некоторые люди в шоке встали со своих мест, но никто не вмешался, поскольку двое полицейских явно не шутили. Они были известны в округе как хулиганы. Несмотря на то, что Гарри не пытался сделать что-то опасное, Джордж все равно схватил его за руку и заломил за спину, заставив пожилого мужчину поморщиться от боли. Затем офицеры рассмеялись над болью, которую почувствовал Гарри, и пошутили, что он не такой крепкий, каким себя считал. Гарри стиснул зубы, но не вскрикнул. В своей жизни он испытывал и худшую боль, как физическую, так и эмоциональную. Но больше всего его задело то явное неуважение, которое к нему проявляли после всего, чем он пожертвовал ради своей страны. «Вы заходите слишком далеко», — наконец заговорил Гарри. «Вы не видели и половины тех ужасов, с которыми я столкнулся», — добавил старик. Ветеран всего лишь пытался дать понять полицейским, что он заслуживает лучшего обращения, но они восприняли это как призыв к войне. «Как ты смеешь? Ты думаешь, что можешь указывать нам, как действовать? Мы покажем, у кого власть. Этой ночью ты будешь спать в камере за грубое обращение с полицейскими. Посмотрим, кто спасет такое ничтожество, как ты», — насмехался Джордж. Не теряя времени, он достал наручники и защелкнул их на запястье Гарри. Но на этом они не остановились. Гилберт взял трость старика и принялся ее рассматривать. Это была крепкая старая трость, на которую Гарри опирался много лет. Не раздумывая, Гилберт сделал нечто неожиданное. Он переломил ее пополам о колено и отбросил обломки в сторону. Он повернулся к Гарри и сказал, что ему это больше не нужно, так как скоро он окажется в тюремной камере. Полицейские начали тащить ветерана к двери, но прежде чем они успели уйти, Гарри успел заговорить. Он указал подбородком на маленькую карточку, которая все еще лежала на столе. Поведение старика раздражало Джорджа, но ему было любопытно. Он схватил карточку, полностью уверенный, что это будет что-то банальное. Но когда он взглянул на карточку, его лицо побледнело. На карточке с жирными буквами было написано имя комиссара Уильямса. Осознание этого поразило Джорджа как удар под дых. Человек, которого они преследовали, унижали и подвергали физическому насилию, был отцом их босса, комиссара полиции. Все высокомерие исчезло с лица Джорджа, когда он осознал серьезность своих действий. Это была не просто ошибка,
Это был промах, положивший конец карьере. Он отпустил старика и начал бормотать извинения. Он попытался объяснить, что они не знали, кто такой Гарри, как будто это как-то оправдывало их поведение. Но Гарри не ответил. Он просто стоял, ожидая, что произойдет дальше. Офицер Гилберт тоже был явно потрясен. Огромная уверенность, которая подпитывала их действия, исчезла. И на смену ей пришла холодная реальность последствий, с которыми им предстояло столкнуться. Другие посетители, которые раньше были слишком напуганы, чтобы вмешаться, теперь наблюдали за происходящим с облегчением и предвкушением. Некоторые даже достали свои телефоны, чтобы записать происходящее, так как чувствовали, что этот момент ничем хорошим для полицейских не закончится. Но Гарри по-прежнему оставался спокоен. Он знал, что офицеры запомнят этот день на всю оставшуюся жизнь. Затем дверь в закусочную распахнулась, и вошел комиссар Роберт Уильямс. Это был высокий мужчина с властной осанкой, которая сразу привлекла к нему внимание. Как только он вошел, все в закусочной, казалось, затаили дыхание. Комиссар Уильямс быстро огляделся, чтобы оценить ситуацию. Он увидел своего отца Гарри, который тихо сидел за столом, в то время как два офицера неловко стояли рядом с ним. Ни секунды не колеблясь, комиссар подошел к столику. Сначала он повернулся к отцу, и его сердце разорвалось от того, что он увидел. Он увидел пятна на одежде Гарри, сломанную трость, лежащую на полу, и наручники, все еще стягивающие его запястья. Несмотря ни на что, старик с гордостью смотрел только на своего сына. Выражение его лица по-прежнему оставалось спокойным и непоколебимым. Затем комиссар повернулся к двум полицейским. Он не повысил голоса, а просто спросил их, что, по их мнению, они делают. Джордж и Гилберт до этого были полны уверенности, но теперь они заикались, а их лица были бледны. Они пытались объяснить, но их слова путались. Они сказали, что не знают, кто такой Гарри, и что они не подозревали, что он отец комиссара. Их извинения были слабыми и полными оправданий, но комиссара Уильямса их оправдания не интересовали. Он сурово посмотрел на двух офицеров и сказал им, что не имеет значения, кто его отец. Каждый человек заслуживает уважения, независимо от его происхождения или личности. Гарри был не только гражданином, но и ветераном, который с честью служил своей стране. Обращаться с кем-либо, особенно с ветераном, в такой позорной манере было недопустимо. Джордж и Гилберт выслушали слова комиссара, полностью осознавая серьезность своей ошибки. Они чувствовали на себе взгляды всей закусочной, и стыд за то, что они натворили, был написан на их лицах. Комиссару Уильямсу не нужно было больше ничего говорить. Его послание было ясным, без дальнейших проволочек. Он приказал двум полицейским немедленно покинуть закусочную. Джордж и Гилберт со стыдом склонили головы и молча покинули заведение. После того, как офицеры ушли, комиссар извинился за опоздание и, что более важно, за то, как его сотрудники обошлись с его отцом. Он знал, что никакие извинения не смогут исправить причиненный вред, но он хотел, чтобы его отец знал, что он сделает все, что в его силах, чтобы все исправить. Однако Гарри не были нужны извинения. Он посмотрел на сына с гордостью в глазах и сказал ему, что гордится тем, как тот справился с ситуацией. Его сын проявил милосердие в трудную минуту, и это было действительно важно. Дорогие зрители, а как бы вы наказали этих офицеров? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.